Всем привет, меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня я прикоптил к своему другу Тихону. Всем привет, друзья. Его канал называется Тихон Готовь и Путешествуй. И мы решили вместе с ним приготовить вкуснейший, шикарный, я уверен, что наваристый походный супчик с тушеночкой. А также, что мы еще, Тихон, приготовим? Приготовим вкусный мужской салат с копченой грудинкой, фасолью и кукурузой. Да. И то готовится достаточно просто. Можно и в дороге, можно в лесу. В походных условиях. Ну, и копченка, и грудинка. Копченая, да. Да, и тушенка, все это хранится, можно брать с собой. Ну что, тогда приступим к приготовлению. Да. Я буду нарезать картофель для супа. Тебя попрошу нашинковать капусту. Да, у меня сегодня будет фиолетовая капуста. Классно, будет суп очень красивый, помимо того, что вкусный. Картофель будем резать не крупным кубиком. Почему не крупным? Чтобы нам в походе долго его не проваривать. Смотри, это не срез, это мозаика какая-то. Капуста у нас готова, морковь и лук тоже нарежем по-походному для обжарки. Некрупную морковь лучше всего нарезать кружочками. Итак, все ингредиенты для супа мы нарезали. Теперь следует, я думаю, разжечь печь, Да. подготовить казан для приготовления. Да. Ну что, Тихон, пока у нас разгорается дрова в печи, я предлагаю быстренько приготовить салатик. Да, салат вкусный, простой, с минимумом ингредиентов. Кстати, грудиночку эту я сам коптил, поэтому, я думаю, Надо попробовать. продегустировать. Продегустировать, да. Давайте посмотрим, что же у нас в середине. Для нашего салата более чем достаточно половиночки. Тебя же, Тихон, я хочу попросить нарезать сыр. Хорошо. Но я без кусочка грудинки работать не буду. Нет, это однозначно. Я сейчас снимаю шкуру и мгновенно отрезаю тебе кусочек. Сыр нарезаю кубиком примерно по полсантиметра. На пробу. Пахнет, конечно, великолепно. Идеальный мясной деликатес. Прям вот ни перебора по соли, ни по сахару. Пряность чувствуется. И очень-очень приятный вкус копчения. То есть он не перебивается Да. от вкуса мяса, а именно Он дополняет. очень нежный и вкусный. Итак, нарезаем нашу грудину. У тебя есть этот рецепт на канале? Да, кстати, рецепт у меня на канале полный, подробный, пошаговый. Со всеми граммовками. Туда же отправляем нарезанный сыр и консервированную фасоль и сладкую кукурузу. Также, я думаю, нам стоит добавить туда огурчики. Да, маринованные огурчики и пару зубчиков чеснока на терке. Это будет великолепное завершение этого салата. Ну и заправим все достаточно банально майонезом. Он здесь будет в самый раз. Однозначно. Солить не будем. Потому что здесь наши ингредиенты, а самое главное, грудиночка, она соленая. Майонез тоже соленый. Поэтому, да, чтобы не было у нас пересола. Теперь всю эту красоту мы тщательно перемешиваем. Салат готов, огонь у нас как раз разгорелся, и мы можем отправляться к казану. Ну, почти отправляемся. Пойдем. Жар у нас от печки что надо. Готовим сегодня на алюминиевом казане, чтобы создать максимально походные условия. Он легкий, удобный, поэтому мы его взяли с собой сюда на дачу. Да. Но также вы можете взять его, естественно, в поход.
Можно одной рукой качаться. Ставим его на огонь. Наливаем немного растительного масла. И как только масло у нас нагрелось, мы немножко обжарим репчатый лук и морковь. Казан наш разогрелся. И теперь мы отправляем лук и морковь. Ждем буквально 2 минутки, после этого можно будет добавить томатную пасту. Ее тоже нужно обязательно обжарить, для того, чтобы ушла кислинка, и потом в готовом продукте, точнее после его употребления, не было никакой изжоги. Это очень важно. Пишите в блокнотик. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Лук, морковь и томатная паста у нас обжарилась. Теперь пришло время добавлять воду. Ждем, когда наш бульон закипит, после этого можно будет добавить картофель. Так, наш бульончик закипел. Сейчас тихо наиграется с картошкой, и мы добавим ее в казан. Наша цель сейчас сварить картошку до 70% готовности. После этого можно будет добавить капусту и тушенку. Давайте мы сразу посолим, для того, чтобы картофель наш варился и сразу напитывался вкуснейшим бульоном. Добавлю 2, а то и 2,5 таких ложечки. Ну, еще вот так немножечко. Друзья, Артем продегустировал картофель. По его вердикту 75% готовности картошки достигнуто. Это значит, что сейчас самое время добавить тушенку, в которой есть уже и перец, и лавровый лист, и капусту. Как раз сейчас она приготовится, но не раскиснет, не будет соплями, так как если бы мы ее забросили в самом начале вместе с картофелем. Сегодня мы будем использовать фирменную тушенку. Откоптим вместе. У нас будет смесь говяжья и свиная. Хорошие кусочки мяса отправляются в суп. Свинина еще более плотная. Ох, желешка, все как я люблю. И туда же закладываем капусту. Все ингредиенты добавлены. Теперь следует закрыть крышкой, дождаться еще вот буквально 5 минут. Да, Затем мы добавим зелень и бежим к столу дегустировать. скорее пробовать. Ну все готово, и уже не терпится приступить к дегустации. Единственное, стол наш немножечко неполный. Тихон, как ты думаешь, что нам не хватает? Вован! Вован! Где? Вообще-то Деда Мороза зовут минимум 3 раза. Ну, ладно. Я здесь. Я так понимаю, тебя долго звать не надо. Вован пришел с зельем правильным, дегустационным. Дегустационным. А у нас готов наваристый и вкусный суп. Да, аромат на всю округу. Давайте, прежде чем мы начнем пробовать, русские брускеты приготовим, да, как мы хотели. Да, русские брускеты. У нас есть чесночные гренки, на которые мы выложим салат, который готовили. Это будет белиссимо. Да, кстати, в лесных полевых условиях русские брускеты можно приготовить без проблем. Да. А салат? Да тут все можно Все приготовить. консервы, все с собой можно взять. Тушенку откоптим вместе, берем, и грудинку также. Грудинку тоже откоптим Да. вместе. И бутылку откоптим вместе берем. Тихон, спасибо большое за то, что ты подсказал, научил готовить вот это вкуснейшее блюдо, которое мы сейчас отведаем. Ну, уже там за кадром, конечно, ложечку я
пока нес. Да. Поэтому выпью за твое кулинарное мастерство. Спасибо. Вот. огромное. И благодарю за такие вот профессиональные качества настоящего вот повара и человека. Спасибо большое, что приехали. Спасибо. А мы не собираемся уезжать. За вас, Да. друзья. Ух. Белиссимо. Ну и теперь надо закусить горяченьким. В первую очередь хочу попробовать бульон. Если это походный суп, я готов ходить в походы каждый день. Вообще из них не возвращаться. Очень вкусно. Мясо съем. Мне вот говядина попалась. Да, и мне. Мне тоже попалась говядина, это очень вкусно. Вот заблудился ты где-нибудь в тайге, а у тебя в рюкзачке несколько баночек консерв, И маленький казанчик, вечерний ужин с медведем. да. Зато романтик. Вкусно. Однозначно. Друзья, ну на этой вкусной ноте мы будем заканчивать наше видео. Если же вам понравился наш рецепт, обязательно подписывайтесь на наш канал, на канал Тихона, ссылочку оставлю внизу. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. А самое главное, забегайте еще на нашу страничку в Инстаграм, ВКонтакт. Хватит чавкать. Капуста хороша, не могу. Вот так вот. И давайте дружить вкусно. Да, Правильно? да, друзья. Как вот мы дружим с Тихоном вкусно. И давайте также дружить с вами. До новых встреч. Пока-пока. Пока, друзья.